Козероги, приветствую вас! Меня зовут Ева Лехцер, вы на моем канале. Сегодня с вами смотрим ваш второй прогноз на сентябрь 2024 года. Смотрим, что ожидает, какие события наиболее вероятно произойдут и в целом, к чему стоит вам подготовиться. Настраивайтесь на расклад, и мы с вами будем смотреть. Карта просится сама, фоновой. Раз выпрыгивает из колоды, давайте ее так и оставим. Да что ж такое-то сегодня у вас, кстати, ни у одного из знаков еще такого не было. Хорошо, сила и восьмерка мечей. Основные энергии. Работа. Финансы. Здоровье. Личная жизнь и предостережение от карт. Выложим в таком ключе. Итак, фоновые. У вас здесь ложится мир, восьмерка мечей и энергии месяца король монет. Для кого-то это могут быть вопросы, связанные с эмиграциями, потому что мир, восьмерка мечей, вы можете осесть на каком-то месте. Если это касалось поездок, перемещений, то есть вы только планируете какие-то путешествия, переезды и так далее, то вы можете их несколько позже перенести. Потому что мир и восьмерка мечей – это ограничения на выезд, на переезд, это отмены планов. То есть ситуация, когда вы будете сконцентрированы на иных задачах. Король монет на повестке дня говорит в первую очередь о влиянии мужчины земной стихии, телец, дева или козерог, на текущие, скажем так, энергии этого месяца, но и в целом на ситуацию в вашей жизни. Будь то финансы, личная жизнь или работа, потому что здесь человек может перенаправить ваш фокус на другие, более значимые для вас вещи. И связано это у вас будет по девятке монет с деньгами. Это первый нюанс, как вопросы и сохранения денег, их приумножения, заработка. И на вопросы повышения самооценки. Потому мир и восьмерка мечей – это еще как внутренние установки или блоки, которые вам не дают выходить в социум, знакомиться, общаться, может быть, выстраивать гармоничные связи и отношения. То этот человек действительно существенно повлияет на ваши взгляды и может их поменять в правильное, в позитивное русло. Вопросы работы. Здесь у вас ложится тройка жезлов. На самом деле плодотворный позитивный аркан, который говорит о том, что и друзья, и коллеги будут вас поддерживать, помогать. Если же вы работаете сами на себя, то это такой некий эффект сарафанного радио, который будет работать в плюс, потому что здесь тройка жезлов, она показывает как социальное общение, поддержку, помощь, мотивацию со стороны вашего окружения. Если на текущем этапе вы у нас не работаете, то здесь ложится туз жезлов. Это тот момент, когда кто-то у вас пробудит инициативу или желание что-то изучить и чем-то заняться, то есть каким-то хобби, каким-то делом. Конечно же, тройка жезлов и туз жезлов – это только как вникать, изучать. Причем, кстати, мир и восьмерка мечей – это может быть ваше осознанное желание отгородиться от внешнего мира с целью погружения из изучения каких-то новых наук, получения новых знаний. Все то, что вам будет работать здесь в плюс. Для тех же, кто у нас является соискателем, то на повестке дня выходит королева мечей. Это ситуация, когда женщина воздушной стихии, весы, близнецы или водолей может качественно повлиять на то, чтобы вы обрели желаемую работу. Опять же, тут через связи, через протекцию, то есть короля монет с этой девушкой или женщиной, то есть вам могут оказать поддержку. Ну и в целом данная карта говорит о том, что вы сможете успешно пройти собеседование, экзамен, может быть, верификацию или подтверждение ваших документов, сертификатов, и вас примут на работу. Для тех, кто является наемным сотрудником, здесь у нас ложится рыцарь мечей. Тройка жезлов с рыцарем мечей говорят о некой напряженности. Я не могу сказать конфликтности, это больше может быть раздражение на то, что у вас стоят какие-то временные рамки, сроки или ограничения, в которые вы должны уложиться с каким-то объектом или сдачей проекта. То есть здесь вы будете подтягивать все силы, весь арсенал, то есть привлекать, может быть, коллег, знакомых, кто может посодействовать или помочь, дабы решить это, так сказать, все в срок. Те же, кто у нас владеют собственным делом, здесь на повестке дня у вас двойка чаш. Это выгодная коммуникация, взаимодействие, это выгодное партнерство. То есть новый человек, который действительно может привнести в развитие вашего дела какие-то значимые, не знаю, связи,
вещи, свой взгляд, свой опыт и поспособствовать тому, что вы будете зарабатывать больше. Оцениваем ситуацию по финансовой стороне вопроса. И здесь у вас ложится королева монет. С финансами все стабильно, все структурно, поскольку это также ваша карта-сигнификатор для девушек и женщин знака зодиака Козерог, то это, по сути, заработки, в первую очередь, которые зависят от вас самих. Ну, например, сколько поработали, столько заработали. Второй аспект. Для мужчин это может быть помощь и содействие со стороны женщины земной стихии, Телец, Дева или Козерог. Ну и в целом королева монет в плане финансов – это еще вложение в себя любимых. Ваше состояние здоровья, в молодость, красоту, в обновление гардероба и в создание атмосферы вокруг вас, потому что это карта уюта, роскоши, красоты, зоны комфорта. То есть вы здесь с удовольствием будете тратить ваши ресурсы. Вопрос состояния здоровья. Здесь ложится паж монет. Обратите, пожалуйста, внимание на почки, надпочечники, в целом на мочеполовую систему. Потому что зачастую у кого-то могут быть даже нюансы, связанные там с циститом. Если ранее были прецеденты, болели пиелонефритом, то здесь нужны какие-то как профилактические меры, потому что, к сожалению, почки могут быть вашей уязвимой сферой. Вопросы личной жизни. А вот здесь ложится аркан влюбленные. То есть здесь все прекрасно, потому что влюбленные это всегда ситуация, которая показывает и на построение отношений для тех, у кого их нет, или на укрепление текущей связи или союза, в которых вы находитесь, а у некоторых может даже сулить ситуацию значимого выбора. Смотрим и оцениваем, что там по факту. Для тех, кто у нас сейчас свободен, здесь у нас ложится, как мы видим, король жезлов. Карта, которая говорит о том, что здесь может произойти знакомство с мужчиной огненной стихии, Овен, Лев или Стрелец, и, как говорится, развитие событий. Для мужчин это может быть с подачи этого знакомого. Вас с кем-то могут познакомить, свести, и, как следствие, может идти построение желаемых отношений. Для тех, кто у нас в любовных треугольниках. Влюбленные, карта девятка чаш, это укрепление союза, укрепление отношений, это волеизъявление, то есть вашего желания, любви, чувственности. Это, знаете, как много секса, много любви, много эмоций, потому что эти карты, когда вы вот сконцентрированы конкретно на одном человеке, тем более, повторюсь, здесь старший аркан. Для тех же, кто у нас в стабильных союзах. Туз чаш. Опять же, радость жизни, радость бытия. Для кого-то может быть ситуация венчания, для кого-то помолвки, у кого-то свадьбы. Или в целом укрепление ваших отношений. Может быть, даже для кого-то продолжение рода. А сам по себе туз чаш этому благоволит. То есть в любом случае для вас в воздухе витает любовь, чувственность и укрепление ваших отношений. У вас даже на совет здесь ложится аркан суд. Суд – это создание семьи. Для кого-то может быть восстановление отношений с людьми из прошлого. Это в целом ситуация, когда идет отработка кармического урока. Плюс карта суд говорит о том, что идет как возрождение неких сфер жизни. То есть вы можете прочно стоять, так сказать, на ногах, почувствовать какую-то уверенность в завтрашнем дне. Успешен будет месяц для закрытие вопросов, связанных с правоохранительными органами, либо судебными инстанциями. У кого-то могут завершиться судебные процессы, кто-то может подавать иски, но в любом случае для вас это все идет в позитивном ключе. Смотрим с вами неожиданность этого месяца. Что здесь может быть? Женщина, дерево, и здесь у нас ложится карта корабля. Это в первую очередь укрепление состояния здоровья. Для некоторых это связать себя крепкими, прочными отношениями. Далее, если это путешествие, отпуск, то это, знаете, как осесть надолго. Для кого-то, если аспекты иммиграции, это как пустить корни на новом месте. Плюс, помимо всего прочего, так как дно колоды у вас здесь еще ложится карта лилии, это вопросы духовного, личностного роста. Это раскрытие себя через иного человека. То есть для вас, как вы видите, здесь жизнь кипит, бурлит бурным ключом. И все идет на позитивной ноте. Так, с вами и закроем. А вы, конечно же, по прошествии периода дайте знать, напишите, как отыгралась, отозвалась информация, какие события в вашей жизни произошли, что отыгралось, а что, возможно, нет. Для тех, кому актуальна индивидуальная консультация или обучение на картах Таро,
то ссылки на мои контакты всегда сможете найти под любым из моих видео или в шапке YouTube канала. Я с вами не прощаюсь. Услышимся в следующих видео.